Многое меняется. Меняется название игры, меняется ее основное направление, меняется ее графика, режимы, и лишь одно остается неизменным. Вопрос касательно оффлайн режимов и в частности карьеры. И в рамках сегодняшнего ролика предлагаю поговорить о содержании полной версии eFootball 2022. Что ожидать в игре после обновления игры до версии 1.0.0. Ну и заодно я отвечу на парочку распространенных вопросов, которые стали задавать в последнее время. Я рад вас всех приветствовать на канале Realistic PES, и перед началом напоминаю, чтобы вы не забыли поддержать этот ролик своим большим пальцем вверх, в комментариях делились своим мнением по поводу услышанного. Ну а если вы находитесь на этом канале впервые, то обязательно подписывайтесь и прожимайте колокольчик для уведомлений. Ну а мы начинаем. Из-за того, что Konami не представили нам новую дорожную карту, толком не объяснили, что ожидать в игре с обновлением до полной версии, у многих возникает путаница. Кто-то считает, что мы получим все и сразу, однако все далеко не так. И что же ожидать в игре после этого самого обновления? Ну, к сожалению, для оффлайн игроков изменится что-то не сильно, а именно оффлайн режимы не появятся. В игре должен появиться только один онлайн режим, а именно так называемый Dream Team, который раньше назывался Creative Teams и который должен заменить по идее MyClub. Вместе с этим онлайн режимом Dream Team должен появиться магазин, а в частности мини-трансферный рынок, на котором можно будет приобретать футболистов. И таким образом мы познакомимся с новой механикой приобретения и продажи игроков. Матчи с искусственным интеллектом особо изменений не претерпят, они все так же будут длиться по 5 минут, и количество доступных команд также будет в районе 9. Разница лишь в том, что появится 4 новых стадиона, и не более того. Игра продолжит функционировать на двух движках одновременно, а именно на Unreal Engine 4 и на Fox Engine, которые в свою очередь отвечают за разные аспекты игры. Кто-то за геймплей, кто-то за графику, кто-то за анимацию и так далее. Также разработчики на официальном сайте игры проанонсировали, что игроков ожидает изменение раскладки с обновлением 1.0.0. То есть прежняя раскладка претерпит некоторые изменения, и теперь то же самое ускорение, которое происходит на R2, будет на R1, а ложный замах вернется на кнопку удара и нижнего паса соответственно. И я более чем уверен, это далеко не конец. Также до сих пор непонятно, что будет с базой данных игры после этого самого обновления, но одно очевидно точно. Полноценная база данных из всех команд и лиг eFootball 2022 в ближайшее время для оффлайн игры будет недоступна. Возможно, добавят новых игроков для того же Dream Team, но для оффлайн режимов, а в частности для игры с искусственным интеллектом, я так подозреваю, ожидать не стоит. Однако слухи ходят разные, а поэтому говорить наверняка не приходится. Остается лишь ждать. Благо, осталось совсем немного. Ну и небольшой итог по всему сказанному. Получается, что нас ожидает своеобразная демо-версия 2.0, только с улучшенной графикой, с появлением некоторых онлайн-режимов и в целом более-менее приемлемой картинкой, нежели мы получили на релизе. Да, это достаточно обидно, но в целом это более чем логично, поскольку футбольный сезон постепенно подходит к концу, а поэтому и выбрасывать все карты сразу тоже не имеет смысла. Я так полагаю, что в ближайшее время, а именно все лето и возможно даже пару месяцев осенью, Konami будет работать на то, чтобы добавить как можно больше онлайн режимов в игру, а после этого они займутся и оффлайн режимами. Поэтому, отвечая на вопрос, а будет ли карьера, да, она будет. Однако, ожидать ее стоит не скоро. В лучшем случае в конце 2022, в худшем уже в 2023, так же как и другие оффлайн режимы. И в целом, как-то так. Ваше же мнение по поводу всего услышанного я буду рад узнать в комментариях под этим роликом. Ну и снова напоминаю, чтобы вы не забыли поддержать этот ролик своими лайками, если еще этого не сделали. Ну и обязательно подписывайтесь на данный канал, если находитесь здесь впервые. У меня же на сегодня все, и я всех благодарю за просмотр этого ролика. Услышимся уже очень скоро на канале Realistic PES. Всем пока, дорогие друзья!